Дехрадун. Индийская военная академия. Фильм переведен и озвучен при поддержке зрителей специально для группы ВК «Хани и Хасина». Перевод «Хани и Хасина». Роли озвучивают Маргарита Сахно, Маргарита Корж, Денис Строев, Кирилл Патрино, Константин Федосеев и Михаил Цареградский. Звукорежиссер Михаил Шарыгин. Вход только для лучших друзей и худших врагов. Слава Индии! Сэр. Что случилось с нашими солдатами в военном лагере? Господин полковник, я Тиман Шунеги, инспектор Балампурского округа. В пабе, который находится в моей юрисдикции, произошел неприятный инцидент. В нем замешан один солдат. Продолжай. Прошлой ночью мне позвонили из паба. Случай был неотложный. Что случилось? Не знаю, сэр. Сначала все было нормально, но затем внезапно началась драка. Она закончилась очень быстро. Что? Сэр, мне приходилось видеть, как 10 человек нападали на одного. Но чтобы один человек раскидал 10, это я вижу впервые. Кто он? Где он сейчас? Эй, констебль, Сэр, найди его! Он никуда не убегал. Прямо сейчас. Он сидит в пабе и пьет виски. Ты кто такой? Отвечай! Кто ты? Стильная звезда. Аллу Арджун. За что побил? Эй, глухой! Тебя спрашиваю. Я был зол. Чего? Разозлился. Сразу драться надо? Он сын министра, идиот! В гневе я не только сына, но и самого министра готов избить. Уважаемый, а почему ты разозлился? Да, послушай, братан. Простите, я не специально. В жопу твою прости. Посмел коснуться меня. Извинись. Извиниться? С такими, как ты, я только развлекаюсь, а не прошу прощения.
Себя красавицей считаешь? Пусти меня. Извинись. Давай, Прости. пошла. Эй, ты кто такой? Как ты посмел обидеть мою девушку? Советую расстаться с ней. Ты всегда будешь выяснять отношения с другими из-за ее мерзкого характера. Малыш. Ты кто? Отвечай! Как тебя звать? Я тебя раньше не видел. Че молчишь? Говори. Судя по роже, он из Северной Индии, брат. Из Северной? Приперся в Южную Индию и права тут качаешь? Мудак из Севера. Северная Индия, Южная Индия, Восточная, Западная. Разве они не в одной стране расположены? Индия одна. Сейчас объясню. Меня зовут Сурья. И мой дом Индия. Меня зовут Сурья, и мой дом Индия. Ты побил их за такую мелочь? В этом моя проблема, сэр. В гневе для меня не существует мелочей. Драка в подобных стычках действует на меня как наркотик. Эй, Это моя натура. Голод удовлетворяю едой, усталость сном, а свой гнев только избиением. Тут висит табличка с предупреждением. Но вы же все равно курите в кабинете, значит, плевать вы хотели на свои же правила. Слышь, принеси нам пепельницу. а ты довольно интересная персона. Но вот проблема с министром далеко не интересная. Что ж, давай так. Выложи 10 тысяч. Напиши объяснительную с извинениями и подпиши ее. Вы извинений ждете? Или же взятку? А что, для тебя это так неестественно? Он хоть знает, с кем разговаривает? Эй, ты понимаешь, где сидишь? Имеешь хоть малейшее представление? Ты в полиции! Заплати 10 штук, напиши объяснительную и проваливай. Я не даю взяток. И извиняться не буду. Хочешь на себе испытать силу полиции, ублюдок?
Берета М9. Дальность выстрела 50 метров, магазин емкостью в 15 патронов, общая длина 20 сантиметров, а вес 117 граммов. Вообще-то, сэр, он предупреждал меня, что не избивает без причины. Я тогда не понимал, о чем он говорит. Я приехал не ради того, чтобы разбираться в этой проблеме. Просто хочу вернуть пистолет. Служитель закона лишился табельного оружия. Сэр, Где солдат Сурия? 5 минут назад видел его в блоке Б, сэр. Пусть немедленно зайдет ко мне. Сэр, Погоди. сэр. Разве в блоке Б не тюрьма для террористов? Что там Сурия потерял? Бирьяни очень вкусный. Восхитительный. А можешь завтра принести с креветками? Буду признателен. Боюсь, завтра никак. Это твой последний бирьяни. Когда ешь, я прикончу тебя. Пытаешься запугать меня, солдат? Ты думаешь, что перед страхом я разболтаю тебе все секреты и предам свою страну? Ты давным-давно предал свою страну. Если бы ты любил ее хоть немного, то думал бы только о ее благополучии, а не о том, как уничтожить Индию. Одного я толком не понимаю. Ладно, в Индии ты взорвал бомбу, но зачем надо было бомбить собственную страну? Ты что, больной? Взорвал бомбу в школе и убил ни в чем не повинных детей. Тебе и вправду не повезло, что, будучи террористом, ты попал в мои руки. Если бы мы встретились раньше, то у тебя даже шанса не было бы им стать. Знаешь, что хорошего в твоей жалкой судьбе? То, что ты сдохнешь на этой священной земле от рук такого солдата, как я. సరిహద్దున నువ్వు లేకుంటే కను బాబా కంటి నిండుగా నిద్రపోదురా నిద్రపోదురా నిలువెత్తున నిప్పు కంచెవై నువ్వుంటేనే జాతి బావుట ఎగురుతుందిరా పైకెగురుతుందిరా ఇల్లే ఇండియా దిల్లే ఇండియా నీ తల్లే ఇండియా తన భరోసా నువ్వే దేశం కొడక సెలవేలేని సేవక ఓ సైనిక పనిలో పరుగే తీరిక ఓ సైనిక ప్రాణం మంత్రం తేలిక ఓ సైనిక పోరాటం నీకో వేడుక ఓ సైనిక
సమయం తలచే సంస్మరణం చరితగ చదివే తరములకు నువ్వో స్ఫూర్తి సంతకం వస్తులు లెక్క పెట్టవే ఓ సైనిక పుస్తలు లక్ష్య పెట్టవే ఓ సైనిక కస్తి దుస్తుల సాక్షిగా ఓ సైనిక ప్రతి పూట నీకో పుట్టుకే ఓ సైనిక బతుకిది గడవదు అని నువ్విటు రాలేదు ఏ పని తెలియదు అని నీ అడుగిటు పడలేదు తెగువకు ధీరుడివని బలమగు భక్తుడని వేలెత్తి ఎలుగెత్తి భూమి పిలిచింది నీ శక్తిని నమ్మి ఇల్లే ఇండియా, ఇల్లే ఇండియా, ఇల్లే ఇండియా, ఇల్లే ఇండియా, నీ తల్లే ఇండియా, తన భరోసా నువ్వే దేశం కొరగా నువ్వు మండే భాస్వరం ఓ సైనిక జ్వాలా గీతం నీ స్వరం ఓ సైనిక బతుకే వందే మాతరం ఓ సైనిక నీ వల్లే ఉన్నామందరం ఓ సైనిక Кто разрешал тебе стрелять? Кто дал указание стрелять, солдат? Никто не давал, сэр. Тогда почему стрелял? Разозлился. На что? На то, что террорист, разрушивший мою страну, сидел себе спокойно в тюрьме и ел вкусную еду. На это. Мы, по-твоему, кайфуем, откармливая террористов? Нам информация от них нужна. Какая еще информация, сэр? Они месяцами отсиживаются в наших тюрьмах. Мы столько писем написали пакистанской стороне о ее задержанных гражданах. Ответ у них всегда готов. Мы знать не знаем этих террористов. Поэтому ты застрелил его. В армии есть правило, солдат. Не идти на поводу у своих эмоций. В нашем лагере служат 600 солдат. Сотни завоеванных ими наград, кровью нажитое уважение. На всем этом теперь поставлена жирная точка. Тобой. Целых 7 лет я наблюдал за тобой. Сплошные жалобы. Имя в журнале красными чернилами. Гнев, несвойственный солдату. Отсутствие самоконтроля. Драки без причин. Ты никто иной, как больной человек. Я нормальный человек, сэр. И могу объяснить каждый свой поступок. У меня нет на это времени. Тебе здесь не место. Я то же самое твержу последние 7 лет, сэр. Мне здесь не место. Отправьте меня на границу. Но вам наплевать на мою просьбу. Вы слышали это? На границу? Сурья, туда мы отправляем солдат лишь в случае войны. Если отправим тебя, ее точно не миновать. Нам только Третьей мировой не хватало. Если ты мечтаешь служить на границе, то спешу разочаровать. Этому никогда не бывать. Ибо ты уже пересек все возможные границы. Без суда и следствия убил нашего главного подозреваемого. Ты не выполнил приказ, Сурья. Невыполнение приказа означает отстранение от армии. Сэр. Ты больше не солдат. Сэр, прошу. Ты уволен. Сэр, выслушайте меня. Армия закрыта для тебя. Прошу, я могу все объяснить. Молчать! Знаешь, в чем проблема, Сурья? Ты мог бы стать прекрасным солдатом.
У меня все, проваливай. Эй, поднимай! Поднимай, я сказал! Вперед! Быстро! Живее! Двигайся! Давай, давай! Кому сказал? Быстрее! Еще быстрее! Шевелись! Мы побили тебя по приказу полковника. Прошу, не обижайся на нас. Мы лишь выполняли свой долг. Вы буквально поняли слово «долг». Отвалите. Мамочка. Мама. Ах ты! Тебе не стыдно? Крестный отец. Опять за свое? Я... На приказ выйти ты вышиб дверь ногой. Перед полковником. Вот идиот. Я сам виноват. 10 лет назад я подобрал тебя на улице, сделал своим сыном и отправил на службу в армию. В этом и была моя ошибка. Все, поехали отсюда. Чего вылупился? Поехали. А куда? Куда? До тебя что, до сих пор не дошло? Уважаемый, тебя уволили с армии. Чё? Теперь ты отставной солдат. Прямо как я. Собирайся. Меня уволили? Как так уволили? Разве это нормально? Так, пускай увольняют, я все равно никуда не уеду. Нет? Нет, Не веди себя как попрошайка. мне все равно. Поехали. Я никуда не поеду. Если останешься, то можешь умереть. Позволь мне умереть. Но не здесь. А на границе. Граница, граница, граница. Что там такого? Что такого? Не знаю, что для вас значит Индия, отец. Но для меня она мой дом. Если я в одиночку встану на страже у ее границ, то миллионы моих сограждан будут спать спокойно в своих домах, зная, кто охраняет их сон. Это чувство ни с чем не сравнимо, крестный отец. Чувство защищенности моей Индии. Несколько дней назад погиб отец Хануманты. На войне у самых границ. Все были убиты горем, в том числе и я. Солдат печалила весть о смерти отца-сослуживца. А меня печалил тот факт, что я не был на его месте, крестный отец. Его ведь постигла прекрасная, мученическая смерть. Чего еще может желать солдат? В этом вся и проблема. Твой нрав настолько же ужасен, насколько сладка твоя мечта. Вы уверены, отец? Уверен. Тогда я изменюсь. Я изменюсь, отец. В прошлый раз ты то же самое говорил. Правда? Да. Клянусь в последний раз. Вами клянусь. Клянусь вами. Вами клянусь. Клянусь вами. А ну-ка убери руку оттуда. Опусти руку, я сказал. Быстро. Не знаю, как для тебя, но для меня это точно в последний раз. Отец. Клянусь. Сурья довольно вспыльчив, сэр. Но как солдат, он просто бесподобен. Ему под силу овладеть любой ситуацией. У него есть лидерская жилка. Не убедили. Сэр, он самый лучший снайпер в отряде. Знаю. Но не убедили. Сэр,
Хочу добавить, что он без ума от своей родины и готов умереть за нее. Солдат, Да, сэр! ты готов умереть, защищая свою родину? Я готов умереть за нее прямо сейчас, сэр! Вольно, солдат. Больше у вас не осталось доводов. Хорошего дня, сэр. И вам, сэр. Рад был побеседовать. Сэр. Сэр! Мы ведь и Пакистану давали столько шансов измениться. А он ведь индиец. Последний шанс, сэр. Последний шанс. Убедили. Спасибо, сэр. Но с одним условием. Когда можно выезжать? Не спеши. 99% против тебя. Но 1% остался ведь? В этот раз мои связи тебе не помогут. Полковник запросил ходатайство со стороны. Ну так поехали за ним. У кого оно? Ты его точно не получишь. Забудь. Крестный отец, хорош пугать меня. Кто он? Главный министр? Премьер, что ли? С ним вообще просто. Я однажды клево поприветствовал его, и он похвалил меня за это. Он подпишет все, что мне нужно. Поехали, я лишь... Это не премьер, и тем более не главный министр. Он простой человек. Профессор психологии номер 1 в Индии. Входит в тройку лучших врачей мира. Глава Ассоциации психологов. Декан УПИ, Университета психологии и иностранных языков. Тот, кому он подписывает рекомендацию, обязательно достигает небывалых высот и становится ценным кадром в нашей стране. Он мастерски считывает человека, лишь взглянув ему в лицо. Его зовут Рама Кришнамраджу. Он и есть тот отец, который бросил тебя 10 лет назад. Или ты его бросил, без разницы. Если говорить прямо, то на справке о твоем прогрессе должна стоять подпись твоего отца. Если тебе это удастся, то тебя не только в армию, а даже на пограничную службу возьмут. Одна подпись все решит. Твоя мечта сразу же сбудется. Даже Моди подпись намного легче достать. А вот подпись родного отца... Когда они указали на вашего сына, я не поверил. Я только хотел подписать отчет о твоем прогрессе. Но подписал отчет полиции. Мне стыдно называть тебя сыном. В твоем возрасте крайне небезопасно ввязываться в жестокие драки. Если у тебя проблемы, то поделись со мной.
Я постараюсь помочь, чем смогу. Не думал, что буду лечить собственного сына. Не надо меня лечить, отец. Со мной все хорошо. Я вам не псих больной или же бешеная собака, которую надо привязывать. Вишакхапатнам. О чем вы? Любой бы поступил так на моем месте. Послушай, сын Рамы Кришнама не должен вести себя как все и поддаваться гневным эмоциям. Ух ты, эмоции родного сына стали для вас проблемой? Именно. Ну что ж, ладно. Нет у вас больше сына. Нет у вас больше сына! Я ухожу отсюда. Ухожу навсегда. Больше не показывайте мне своего лица. Где профессор Рама Кришнам Раджу? Солдат Сурья? Да. Мейджор Кишор. Мейджор еще значит совершеннолетний. Плоская шутка. Проходи. Спасибо. Сюда. Присаживайся. Привет. Привет. Как мне тебя звать? Сурья. И как мне вас звать? Как и все остальные, сэр. 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 Отлично. Перейдем к делу. Расскажи о себе. Я в смысле, кто ты? Я солдат. Я не спрашивал, чем ты занимаешься. Вопрос «кто ты?» спрашивает о твоей личности. Рассказывай, кто ты такой? Я солдат. Для других ваш вопрос звучит иначе. Для меня он звучит лишь так. Сурья значит солдат. Для тебя, может, и значит солдат. Но для других Сурья значит гнев. Так что давай поговорим о Сурье. Расскажи, кто ты? Сэр. По правде, мне нужна лишь подпись. Если ждете от меня ответа, то задайте вопрос попроще. Кто ты, что ты? Такие вопросы мне не понять, сэр. Обещаю попытаться ответить на другие. Что ж, мистер Сурья, время вышло. Сэр. Продолжим завтра. Ровно в 11 часов. Сэр, давайте все закончим сегодня. Нет. Я поехал к семье. Не хочу пренебрегать одним делом ради другого. Жду в 11. Ровно. Он назвал меня делом. Еще б сказал, что меня завели в полицейском участке. Подпиши он бумажки сейчас, то вечером я бы уже спал в своей кроватке. Капец. Ты рассчитывал приехать утром, днем получить подпись, а вечером уже свалить домой и приступить к службе? Именно, майор. Я здесь уже год, солдат. И все жду его подписи, представляешь? Ты не его помощник? Размечтался. Я паспортист. Я могу кому угодно поставить подпись, но от его подписи зависим. Как только я не пытался. Даже его личным помощником пришлось стать.
Что-то мне плохо, Кишор. Где купить бирьяни? Бирьяни? Видишь, отсюда синее здание. Там бар. Значит, пойдем в бар. Посидим там и подумаем над тем, где можно достать лучшие бирьяни. Куда ты хотел заявить, ублюдок? Чего вылупились? Отвали! С дороги! Мамочки, пронесло. Не говори. Пронесло. Эй, ты знаешь, кто это? Сын Челы? Чалла? А это кто? А можно и мне поесть, невестка? Можно. Ответь мне. Проблема из-за земли? Она ведь твоя. И бизнес твой, Писи. Ты все сказал верно. За исключением того, что ты сказал моему сыну. Что Чела возомнила себе. Он храбр лишь в толпе своих тупых приспешников. Здесь его никто не боится. Бывай. Ты задел мое эго, Писи. Моя храбрость при мне. И храбрость моих людей тоже. Поэтому я пришел к тебе один. Мой отец всегда говорил, никогда не иди на поводу у своего эго, оно может убить тебя. Было очень вкусно, невестка. Если после еды я чуток не вздремну, то не смогу нормально работать. Не надо. Не поддавайтесь своему эго. Что ж, давай запишем сеанс. Как у тебя складываются отношения с семьей? Мы уже 10 лет не общаемся, сэр. Почему? Я никогда не ладил с отцом, поэтому и уехал. У тебя есть друзья? Друзья... Ты совсем охренел? Он наш друг, Сурья! Мне в гневе начихать, кто он, друг или враг. Эй, чё расселись? Выметайтесь отсюда. Вон! Гонимый какой-то. Фу, блин, чё за дрень? А девушка? Сэр, Кто такая Джоти? по правде, она Кто? подружка. У нас с ней ничего серьезного. А свапна?
Никто, сэр. Просто интрижка в лагере и все. Варша тоже? Она та девушка, которую я люблю всем сердцем. По правде, сэр, у нас с ней не очень красивая лавстори. Не против был послушать. Мне как-то неудобно рассказывать вам свою лавстори, сэр. А что, в ней романтики не так много, как насилие и драк, например? Ну, в этом вы правы. Наша лавстория началась именно с насилия. Братан, рука, которую ты протянешь мне, должна помогать твоим согражданам и отдавать честь бравым военным, а не домогаться девушек. Извинись! Простите, сестра. Спасибо. Она для тебя. పెదవులు దాటని పదం పదంలో కనులలో దాగని నిరీక్షణంలో నాతో ఏదో అన్నావా తెగి తెగి పలికే స్వరం స్వరంలో తెలుపక తెలిపే అయోమయంలో నాలో మౌనం విన్నావా నాలానే నువ్వు ఉన్నావా Привет, Сурья. మన కథ beautiful love పద పద find the meaning live the feeling of beautiful love మన కథ beautiful love మన కథ Ты выпьешь со мной кофе? పద పద find the meaning live the feeling of beautiful love జరగనుందో ఏమో ఈ పైన మన కథ బ్యూటిఫుల్ లవ్ మన కథ బ్యూటిఫుల్ లవ్ పద పద find the meaning live the feeling of beautiful love మన కథ beautiful love మన కథ beautiful love పద పద find the meaning live the feeling of beautiful love
క్షణం క్షణం నా తలపై వలపై విరిసేలా వెనకడుగేయక నిరంతరం మన ప్రేమ ప్రవాహం మనోహరం ప్రతి మలుపు గెలుపై పిలిచేలా బాగుంది నీతో ఈ ప్రయాణం మన కథ బ్యూటిఫుల్ మన కథ బ్యూటిఫుల్ పద పద find me live the feeling of beautiful love మన కథ beautiful మన కథ beautiful పద పద find me live the feeling of beautiful Дядя, это Сурья. Здрасте. Твой друг? Он мой парень. Мы хотим пожениться. Может, принесешь ему сладости, дочка? Я ни на минуту не хочу покидать его, дядя. Никто не просит так прижиматься к нему. Иди хотя бы кофе принеси. Иди. Принеси кофе и потом обжимайся с ним, сколько влезет. Слушайся. Иди. Присаживайся, сынок. Она приехала сюда на месяц, и то на каникулы, но ты успел ее обворожить. Да вовсе нет, сэр. Мы с Варшой только 10 дней знакомы. Это новая гитара? Как вы догадались? Вы очень быстрый, сэр. Отбросим мою быстроту. Лучше ты снизь скорость. Не спеши побыстрее пересечь границу. Граница. Не говорите так, дядя. Вот уже 7 лет, как я мечтаю наконец добраться до границы. В смысле? Вам не остановить меня. Лишь о границе я и мечтаю. Думаю о ней все 24 часа. Сэр, граница — это моя цель. Да что ж такого в этой границе? Вы что, дядя? Вы хоть знаете, что такое граница? Нет, не знаю. А знаете, какую радость она приносит? Не знаю. От которой кровь вскипает. Вы были на границе? Никогда. Понимаю. У вас ведь возраст уже. Да и стоять вам гораздо сложнее, чем мне. Для вас это опасно. Даже не пытайтесь. Боже, что там с кофе? Через лес несете, что ли? Боже, ты что, совсем сдурел? Зачем бьешь посуду в доме? Его ведь не мог побить. А за что ты хотел побить его? За то, что полгода назад он пробил мне башку. Придурок. Он посмел тебя ударить? Да. Но ведь Сурья не узнал вас, папа. Узнает, если снова ударит. Или же проломит мне башку. В отместку я придумаю нечто такое, что он запомнит на всю свою жизнь. Насилие положило начало моей лавсторе. Но продолжила ее именно романтика, сэр. Каждый наш день начинался с песни, продолжался ею и заканчивался. А наши ночи — это личное. Так, погоди. Мне не интересно ваше песнопение. Сэр, Почему вы расстались? какой-то подлец сглазил нашу любовь, сэр. Спасибо. И вам, сэр. Слава. А что он здесь делает? И какое он имеет отношение к солдатам? Он солдат, служит с нами. Дочка! Дочка! Дочка, в твоей жизни больше не будет никаких песен. Что случилось, дядя? Случилась беда. Твой Сурья вовсе никакой не музыкант. А кто? Я солдат. Армия — моя жизнь. А музыка лишь хобби. Я уезжаю на следующей неделе. Что? Варша! Варша! Сэр, а можно покурить? Нет, нельзя. Не знаю, почему она внезапно убежала. На звонки не отвечала, на СМС тем более. Я сходил с ума. Спустя 4 дня я открыл дверь и увидел ее.
Сурья. Молчи. Варша, я сказал, молчи, не смей говорить. Сурья, прошу, прости меня, Сурья. Умоляю, выслушай меня, прошу. Отвали, не трогай меня. Не трогай. Прошу. Я предупреждаю тебя, Варша, не Прошу, смей. выслушай меня. Я простая девушка, Сурья. И мне не справиться с таким стрессом. Я полюбила тебя, как простого музыканта. Даже начала строить планы на наше будущее. Но когда ты сказал, что музыка лишь твое хобби, и кто ты на самом деле, весь мой мир перевернулся. Я испугалась и убежала. Зачем пришла? Я не могу жить без тебя, Сурья. Я люблю тебя. Ты мне чертовски нужен. Варша. Я безумно скучал. Я тоже скучала. Я и вправду скучал, Варша. И я безумно. Больше не бросай меня. Нет, никогда. Обещаешь не бросать? Нет. Я чуть с ума не сошел в этой комнате. Ты не представляешь. Мне надо проветриться. Прогуляемся? Я сыграю тебе на гитаре. Сурья, а ты можешь еще разок поговорить с отцом? О чем? О нас, конечно. Ладно, потом поговорю, не к спеху. Пойду в душ. Сурья, а ты можешь поговорить прямо сейчас? Сейчас? Ну да. Если поговоришь с ним, то появится ясность. Ясность? А в чем именно? Сурья, прошу, попытайся понять. Мне понадобилось время, чтобы принять правду о том, что ты солдат. Не знаю, как теперь папа сможет принять это. Эй, а ну захлопнись! Молчать! Думаете, что быть солдатом — это все равно, что быть преступником? Сурья, не злись. Захлопнись, сказал. Раз я солдат, то обязан перед каждым оправдываться, мать его. Не выражайся, Сурья. А кто тут выражается? Я спокойно тебя спрашиваю. На меня смотри. Я пойду на поклон к твоему отцу, не угожу ему и... И что дальше? Попытайся убедить его. А ну, убрала руки! Спрошу еще раз. Если не угожу ему, то что будет с нами? Как поступим? Не думай о плохом, Сурья. Харе мне лечить, отвечай на вопрос. Ты делаешь мне больно. Отвечай! Оставь меня. Смотри мне в глаза и отвечай на вопрос. Пусти! Варша, если не угожу папочке, то что будет с нами? Ничего! Забудь меня! Забыть тебя? Чтобы пожениться, нужно разрешение твоего папаши. А чтобы спать со мной каждый день, Сурья, хватит. на это, сука, не нужно разрешение. Сурья, следи за языком. Не смей! Эй, когда я зол, я матерюсь, а не мантры читаю. Твою! Дочка, в чем дело? Эй, кто разрешил войти? Сурья, Пошел вон отсюда. это мой дядя. Да хоть папа римский. У нас тут личные разборки. Эй, совсем охренел? С одного раза не дошло? И что ты мне сделаешь? Мама! Сурья, ты ударил моего дядю? Этому клоуну досталось еще полгода назад, так что ему не привыкать. Значит, на тебя снизошел тут флешбэк? Твою рожу фиг забудешь. Я спецом тогда спрятал гитару, а ты такой: это новая гитара? Да уж, тупость — это порок. Он мой дядя. Он для меня дороже самой жизни. А ты ударил его. Встань на колени и вымоли у него прощение. А еще лучше, признайся, кто ты, иначе до свидания. Какой же он подлец. Вдобавок ко всему, у него есть старший брат, то есть твой отец. Еще больше клоун. Если хочешь, чтобы я перед ним упал на колени, то забудь об этом. Достали. Эй. Бывай. Вот почему, сэр. Все войны начинаются из-за женщин. Моя все перевернула так, что крайним оказался я. Круто. Такие дела, сэр. Сурья, давай закончим на этом. Поговорим завтра. Ровно в 11? Ровно в 10:30.
Красивая куртка, солдат. Девушка, подарившая мне ее, куда красивее этой куртки. Глянь-ка. Эта девушка выглядит точь-в-точь, как моя бывшая. Когда скучаешь по любимой, каждая вторая кажется ею. Не только она покажется твоей бывшей. Точняк, майор. Она не только выглядит как Варша. Эй, Кишор! Эй, Кишор, послушай! Сурья! Кишор, братан! Сурья! Эй, солдат! О! Привет! Эй, это моя подруга. Вот твой сэндвич. А в нем... Нет сыра, не волнуйся. Я никогда не думал, О чем? что мы случайно встретимся здесь, и ты пригласишь меня на обед. Это и вправду мило. Да ладно, все нормально. По правде, я первый тебя заметил. Серьезно? Когда? За 2 минуты до тебя. Зачем он пялится? Почему не окликнул? Я хотел, но... Меня остановило самоуважение. Что? Мы ведь жестко поругались в тот раз, и я не захотел бежать к тебе как песик с поджатым хвостом. Друзья подумали бы, что я какой-то бесхребетный и беспринципный. Что он несет? Я в смысле, после той ссоры, что была между нами, ты сделала первый шаг, и я не знаю даже. Варша? Ни слова. По-твоему, у меня нет самоуважения? Блин. Варша, я не это имел в виду. По-твоему, я какая-то дешевка? Увидев тебя, я потеряла контроль над собой и безумно захотела поговорить с тобой. Почему? Потому что люблю тебя, и мне не наплевать. Чё? Я не амеба. Да и к тому же, я не ты. В тот день ты меня послал, а сегодня я посылаю тебя. Подальше. Куда? Бывай. Тогда я послал, теперь ты? Варша, слышь, я надел подаренную тобой куртку. Я не могу потерять тебя снова. Варша, постой! Варша! Варша! సిట్టి గుండెకే ఊరి కూరికే సొట్ట పెట్టకే ఆట చూడకే కొట్టినట్టుగా అట్ట చూడకే సిట్టి గుండెకే ఊరి కూరికే సొట్ట పెట్టకే గురి పెడుతూ సూపులతోనా నువ్వు పేల్చకే బొమ్మ తుపాకి సరిహద్దులు తెంచుకురానా నేను నీ జిందగీలోకి I'm a lover also, fighter also. I'm a lover also, fighter also, lover also, fighter also. No seppi kusuna ni heart book by love story malli rasa rider also. I'm a lover also, fighter also.
నాలోని ప్రేమికుణ్ణి పూర్తిగా ఏం చూసావని నాలోని ప్రేమికుణ్ణి పూర్తిగా ఏం చేశానని వెళ్ళెత్తి చూపుతావు సూటిగా చలో చలో చెరో సగం తప్పుగా మరో కథ కలుద్దామా కొత్తగా ఫ్లాష్ బ్యాక్ బొమ్మని గుర్తుకే తెచ్చుకో టచ్అప్ అయిపోవడానికి ఎంత ఛాన్సో I'm a lover also, fighter also. ఇనువినవే మటైనవే మంచి పిల్లవే సన్నగోడవే సల్లబడవే బెదిరింపులు తెగదింపులుగా వెళ్ళిపోకే బ్రేకప్ లోకి గడియేసిన తలుపులు తీసి తిరిగొస్తా నీలోకి I'm a lover also, fighter also. I'm a lover also, fighter also, lover also, fighter also. సీక్రెట్లో దాక్కున్న నీలోని ప్రేమని పట్టుబట్టి బయట పెట్టే లైటర్ also. I'm a lover also, fighter also. Для нормальной жизни в обществе человеку необходима семья, карьера, друзья и любовь. Но у тебя ничего из этого нет. Столько людей осуждают тебя. Неужели ты не понимаешь свою проблему? Понимаю, сэр. Ты принимаешь ее? Нет. Во мне живет злость, но я не считаю ее пороком. Эго. Твое эго на первой стадии, Сурья. Когда человек пренебрегает критикой в отношении себя, он начинает возводить свою личность в абсолют. Я всегда прав, я все знаю. Мне плевать на всех. В этом и суть эго. С таким темпом ты останешься один. Уходи. Мне плевать. Со своим дурацким эго ты далеко по жизни не пойдешь. Это факт. Ты останешься один. Ответь-ка мне. Почему ты смеешься? Просто, сэр. Послушай, Сурья. Если не нравятся мои сеансы, я тебя не держу. Спроси, если непонятно. Но только не смейся. Понял, сэр. Продолжим. Что ж. Скажи мне, почему засмеялся? Я засмеялся, потому что в действительности все происходит именно так, как я и думал. А как ты думал? Вы будете ходить вокруг да около, а потом перейдете к личной теме. Какой личный? Да ладно. Вы не знаете, какие у меня отношения с семьей? Как удобно включить дурака и устроить мне допрос. Вы типа не знаете, какие у нас с вами отношения? Это моя работа. Сэр, не надо. А давайте я спрошу. Как ваша подпись касается моей лавстори? У вас ведь мое досье и вся информация обо мне. Такова процедура. Дело не в процедуре. Это личный интерес. Вы хотели услышать о моей никчемности и тем самым самоутвердиться за мой счет. Вы рады этому? Ибо вы до сих пор отвергали всех в своей жизни. И я единственный, кто посмел отвергнуть вас. Да-да. Вы не вынесли этого. Судьба злодейка заставила просить именно вашу подпись. А вы, воспользовавшись случаем, от души тешитесь надо мной. Эти слова еще раз доказывают, насколько жалко твое эго. Ха. Эго? Что вы там говорили? Что мое эго на первой стадии? А ваше эго вообще на последней стадии, нет? Мы встретились спустя столько лет. Что спрашивает отец, встретивший сына после долгой разлуки? Как ты, а не кто ты? Ясно вам? Все вокруг твердят: «О, какой крутой психолог этот Рама Кришнам». Но это неправда. Я лишь вижу очень-очень-очень обычного отца.
Сэр, вы никто иной, как очень обычный отец. А ты кто? Я спрашиваю, как отец. Кто ты для меня? Сурья, знаешь что? В тот день, когда ты покинул меня, я больше никогда не вспоминал о тебе. Знаешь почему? Потому что никогда не нуждался в тебе. Я женился очень рано, поэтому не хотел иметь детей. Но так уж получилось. Знай, что я тебя не планировал. Ты родился по ошибке. Если бы Рама Кришна вырастил тебя с любовью, ты был бы похож на него. Надеюсь, теперь дошло? Ты нежеланный ребенок. Знаешь, что это значит? Ты просто существуешь, тебя зачали не по любви, а по глупости. Кто вас просил плодить? А? Кто вас просил плодить? Я вас просил. Я вас просил. Раз не хотели плодить ребенка, воспользовались бы презервативом. Столько книг написали, а об элементарных методах контрацепции не знаете. Тупой психолог. Да пошли вы. Сурья, ты не можешь здесь курить. Еще как могу! Я буду здесь курить. Прежде чем править мозги другим людям, сначала разберитесь в себе. Тоже мне психолог. Как вы там сказали? Никогда не вспоминали обо мне? Лжете! Вы только и жили мной! Вы боитесь, что я всем растрепаю, что являюсь вашим сыном. И плакала тогда ваша репутация, которую вы зарабатывали по крупицам столько лет. Вы стыдитесь признаться перед своими студентами, что я ваш сын. Вы стесняетесь меня. Я самый большой провал в вашей жизни. Мать носила меня 9 месяцев, а вы носили меня в сердце 27 лет. И будете носить до последнего момента. Вы думаете обо мне? Ты прав. Я носил тебя в сердце. А теперь настала пора сбросить этот груз. Я хочу, чтобы все студенты собрались в актовом зале прямо сейчас. Это весьма срочно. Добрый вечер, дорогие студенты. Сурья. Как вам известно, он пришел сюда за моей подписью, как солдат. Но вам неизвестно то, что Сурья мой сын. По правде говоря, я очень стыжусь этого факта. Теперь доволен? Ты ведь этого хотел? Я рассказал им. Тебе не стать хорошим, потому что ты не унаследовал ничего от меня. Ты назвал меня эгоистичным человеком. А ты знаешь, сколько человек страдает из-за твоего эго? Ты хоть когда-нибудь задумывался об этом? Ты пришел за моей помощью, еще надоумил меня же и учить? Как ты посмел? Пошел вон. Сгинь с моих глаз! Чё? Куда мне сгинуть? Я вообще вас не понял. Вы нажали на кнопку, созвали студентов и при них объявили меня своим сыном. Сэр, мне плевать на вас так же, как и вам на меня. Я здесь не за тем, чтобы лично услышать о том, что являюсь вашим сыном. Я здесь за вашей профессиональной подписью. Видите ли, я настолько неудачник, что только после вашей подписи могу пойти на границу. У меня нет выбора, сэр.
Единственное препятствие между мной и границей — мой проклятый отец. Ради границы я готов стереть отца из памяти. Ясно? Так что подпишитесь, сэр. И я сгину отсюда. С чего я должен подписывать? А что мне сделать, чтобы вы подписали? Вы достали меня своими бесконечными интервью, расспросами о моей жизни, моей семье. Вы хотите документалку про меня снять? Что мне сделать, чтобы получить подпись? Поставьте задачу. Я выполню ее, и вы подпишете ходатайство. 21 день. В смысле? Скоро поймешь. Существует психологическая концепция, которая позволяет за 21 день избавиться от гнева и найти гармонию с самим собой. Попробуй. С завтрашнего дня твоей задачей будет хотя бы 21 день постараться контролировать свой гнев. Докажи миру, что Сурья – истинный солдат, которому неведом гнев. Живи любовью к своей стране, к своей мечте о границе. Преврати свою слабость в великую силу. И тогда не то что одну, я тебе 1000 подписей дам. Браво! Нет слов. Вот это я понимаю, высказались по делу. Скажи вы мне это чуть раньше, я бы давно уже управился с задачей. Вызов принят, профессор? Так что готовьте ручку, ибо ровно через 21 день вы подпишете мне в этом зале, перед этими студентами. Я заставлю вас признать свое поражение и уйду отсюда, выбив ногой вон ту дверь. Пожалуйста, не бейте нас! Эй! Заткнись! А ну не шуметь. Эй, это дорога твоего папаши? Быстро свалил с дороги! Он ведь просил всех заткнуться. Какого хрена расшумелся? Ты в курсе, кто он? Чилы. Он сын Чилы. В жопу твоего чаллу.
Чего заладил со своим чаллой? Без папули никак, да? Раз не можешь один, бери его с собой. Быстро! Убрали машины! Что ты творишь, Сури? Ты ведь совсем недавно принял вызов. Тебя хватило лишь на 20 минут? Мой папаня просил меня с завтрашнего дня не ввязываться в передряги. Что означает, что меня сегодня лучше не трогать. То есть будешь раздавать люлей за любую оплошность? Хоть знаешь, кого избил? Ты приехал сюда за подписью своего отца. Отец того отпрыска дон всего города. Сам того не ведая, ты развернул с ним войну. На войне придется бороться. И бороться я буду не с его отцом и не со своим, а с собой. Я свой самый злейший враг. И воевать я буду с самим собой. Есть что рассказать? Чего заладил со своим чалой? Без папули никак, да? Не буду ничего рассказывать, отец. Я с ним разберусь. Начался первый день борьбы Сурьи с самим собой. Сделайте глубокий вдох. Молодцы. А теперь медленно выдохните. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Варша? Что все это? Шопинг, побрякушки и статуя Будды. Прикольно. Молодец. Спасибо. И вот долгожданный правый хук. Вот и первый день закончился. Точняк. Как самочувствие, солдат? Чувствую себя ружьем без пули. Чистить можно, а стрелять нельзя. Чувствую себя салатом без специй. Хожу на дурацкие уроки смеха, где все ржут без причины. В этом и проблема, солдат. Раз не примкнешься ни к этому, ни к другому, найди путь посередине. Путь бывает либо правильный, либо нет. Не бывает пути посередине. Бывает. И называется он менеджмент. Мои ребята часто следуют этому пути, они такие славные. Менеджмент? Эй, закрывай лавку! Эти отморозки снова начали. Кто такие? Люди-челы. Пора валить. Бежим, бежим! Солдат, чего застыл? Валим отсюда! Люди-челы часто цепляют придорожные магазины и кафе. Сынок,
Мама? До родов Дивьи остался всего месяц. Ее беременность протекает очень болезненно. Большой риск, что она родит преждевременно. Ее мужа нет в городе. Доктор прописал ей важные уколы, но все аптеки закрыты. Можешь отправиться за ампулами? Снаружи беспорядки, ему скорее алкоголь продадут, нежели уколы. Я все куплю. Осторожно, солдат! Поторопись, сынок. Солдат, послушай, люди чулы повсюду! Не надо, солдат! Как проходит оцепление? Все просто замечательно. Мне звонили наши из других кварталов. Эй! Поди-ка сюда. Ты кто такой? Новенький, что ли? Да, новенький. Не знаешь, что во время оцепления запрещено расхаживать по улицам? Поэтому иду обратно. Проваливай. Эй! Что там? Что у тебя в руке? Ну-ка, показывай. Что это? Послушайте, моя знакомая беременна. Ей очень нужен укол. Кто в такой час продал тебе ампулу? Никто. Я сам зашел и взял. Если каждый может брать, что захочет, какой смысл в нашем оцеплении? Оцепление значит оцепление. Пусть даже кто-то сдохнет в это время. Вали, пока я считаю до 10. 1, 2, 3. И только покажись мне еще раз. 4, 5. Сынок принес укол? Нет, тетя, его поймали люди чулы и разбили ампулу. Боже. Я ведь предупреждал, не ходи туда, они опасны. Спасибо. Откуда у тебя ампула? Я предвидел такой исход, поэтому взял запасную. То есть ты научился управлять разумом? Солдат, это и называется менеджментом. Поясни-ка. Одна ампула для отвлечения внимания, а другая для спасения жизни. Проблем не нажил. И с заданием справился. Отвечаю, победа за тобой. День 3. Допустим, он вовремя принес ампулу. Как он добыл ее в час оцепления? Я ведь уже сказала, что он нам помог. Зачем вдаваться в подробности? Вы даже в этом доме ведете себя как профессор, Радж. Он мне нравится. Пригласим его на обед. Еще чего. Не надо звать на обед только потому, что он тебе немного помог. Для меня неудивительна реакция твоего брата в Айдахе. Поэтому я положила ему обед в контейнер. Отдай обед парню, Радж. Алло, ты за кого меня принимаешь? Хочешь, чтобы я предложил ему обед? Не предлагайте. Я приглашу его к нам. Сатья, ты из ума выжила? Либо зовете сюда, либо относите обед. Господи.
Сури, он уже полчаса таращится на этот контейнер. Если голоден, то почему не ест? Кто мешает? Тут дело в другом, Кишор. Точно не в голоде. Вас мама отправила? Это что, в знак благодарности за то, что я вчера помог? Да. Это тебе. А знаешь что? Я из тех, кто помнит даже своих врагов. Я тоже. Из тех, кто может поесть даже в доме врага. Хватит с меня. Съешь обед, вымой контейнер и отправь домой. Поздравляю, солдат! Сегодня принес контейнер, а завтра принесет подписанное ходатайство. Мы очень благодарны, сэр. Сурья считает, что справился со своей проблемой. Хотя по факту, настоящая проблема еще ждет его впереди. Справится ли он с ней? Эй, Ампула, ты ли это? Кстати, ты вовремя. Наша машина сломалась. Так что повози-ка тут кое-кого. Эй, сэр, свали. Хорошо. Счастливо. Кишор, Кишор! Удачи. Живее. Братец Пчела, машина готова. Заводи машину! Ты знаешь, что самое сложное в этом мире, Мустафа? Это каждый раз уговаривать человека сделать что-то. Нет, сэр. Самое сложное в мире — это каждый раз повторять свой отказ непонимающему. Дочерей надо замуж выдавать. А сын наверняка мечтает стать врачом. Ты единственный кормилец в семье, который еще и инвалид. Удовлетворить эти нужды поможет продажа земли, а не твоя гордость. Эту землю используй с выгодой. Для вас это просто земля, а для меня она Мекка. Она награда, подаренная страной таким солдатам, как я. Она напоминание тому, что я потерял и что обрел. Поэтому больше не просите меня ее продать, господин. Я просто не смогу этого сделать. Мустафа, ты меня не знаешь. Если я чего-то захочу, я получу это любой ценой. Я не сомневаюсь, господин. Сегодня вы приехали с 4 людьми. Завтра приедете с 4 сотнями. Только ради того, чтобы отнять у меня землю. Помнится, до вас тоже были желающие. Хоть я и потерял ногу, но не дал этим ублюдкам даже горстку земли забрать с собой. Я привык сражаться, сэр. Хочешь с Чалой сразиться? Ты хоть встать сможешь?
Когда моей стране угрожала опасность, я защищал ее даже с одной ногой. И теперь, когда моей семье угрожает опасность, я уверен, страна защитит меня. Мне казалось, что ты хочешь держаться подальше от города. Но, видимо, ты хочешь отдалиться и от общества. Ладно. Даю тебе 4 дня. Если за это время за тебя заступится хоть одна душа, я отстану от земли. Салам алейкум, господин. Слышал, что вы бывший водитель Субаши Чандры-Базе. Ваш сын выбрал неправильный путь. Вразумите его. Как говорится, яблоко от яблони. Сынок, все твои представления об Индии внушили тебе твои отец и дедушка. Они все лживые. Индия такая, какой я ее описываю тебе. Не слушай их бредни, испортишь себе жизнь. Он тоже далеко не ушел. Эй, заводи! Кишор! Кишор! Где ты, черт возьми? В чем дело, солдат? Я сегодня целый день катал Чаллу в своей машине, как его верный пес. В чем проблема? Кишор, он занимается всем. Угрозами, рэкетом, земельными махинациями, всем. Это его повседневная рутина. Он просил тебя помочь? Просил кому-то угрожать? Нет, конечно. Тогда зачем паришься? Зачем парюсь? Я целый день махиначил с ним. Пойми, он так ведет свой бизнес. Голову не морочь, пошли выпьем. Выпьем? Да. Кишор, ты не врубаешься, какой у меня сейчас взрыв мозга? И какой же? Только у тебя взрыв мозга, а у меня нет, что ли? Запомни, у каждого в этой стране случается взрыв мозга. На то и существует алкоголь. Пей! Не хочу. Пей давай! Вот поэтому иногда полезно выпить что-нибудь крепкого. Завтра утром тебя будет ожидать новый взрыв мозга. Такова жизнь. Так легко раздражается. Ты с Луны свалился, что ли? Солдат, ты обычный человек. Ты не понимаешь, Кишор. Ты хочешь на границу или нет? В твоей жизни будет еще 1000 таких, как Чала. Собрался их всех перебить? Этот ублюдок катался на Ну и моей. что? Ты ведь не вышел из себя. Пей давай. Вот, умница. Умница, умница, солдат. Доброе утро, солдат. Доброе, майор. Как самочувствие? Кажись, вчера ночью я чутка переборщил с эмоциями. Нет, у тебя хороший прогресс. Машина Чалы сломалась, и я помог ему. Это ведь нормально, да? Добро пожаловать в клуб, бро. Теперь до меня дошло. Мы должны принимать жизнь такой, какая она есть. она есть. Мы ведь не особенные. Нет, конечно. Поэтому я решил повидаться с отцом Варши. Если вдруг что-то пойдет не так, В запасе еще 2 бутылки. весьма хороший прогресс, майор. Спасибо. Если сегодня снова назреет проблема, давай вечером напьемся. Невероятные индейцы. Эй, Ампула, моим друзьям очень полюбилась твоя машина. Мы забираем ее. Ну а тебе оставляем байк. ఏ చోట మొదలయ్యావో తెలుసా ఎటువైపు వెళుతున్నావో వలసా పుటకతో తెల్లని తెలుపే నీ కళ నడకలో నలుపైందెంటో నీ వెన్నెలా జరదే
देख लो जरा देख लो जरिगे दे मिटो जरा देख लो बोरिगे दे मिटो सर्दु बाटे अला बाटे कदिली पोतुन्ना बेटो जरा देख लो जरिगे दे मिटो ఒళ్ళు మనసి నీకే నువ్వు నీళ్ళు దిలినావా ఓరోరి వైరాగి కళ్ళు తెరిసి కపటాన కదిలెళ్ళినావా మైకాన ఊరేగి ఒళ్ళు మనసి నీకే నువ్వు నీళ్ళు దిలినావా ఓరోరి వైరాగి కళ్ళు తెరిసి కపటాన కదిలెళ్ళినావా మైకాన ఊరేగి లోకాన తీపికున్న వెలుగు చేదుకాడుంది అదే పెజేటు చేస్తా ఉన్న కాని బాగుంటాది ఒళ్ళు మనసి నీకే నువ్వు నీళ్ళు దిలినావా ఓరోరి వైరాగి Десять дней до границы. Везде только и кричите «Каргил, Каргил». Что вы заладили с Каргилом? Вам хоть спасибо сказали? Дам совет, как мусульманин мусульманину. Я пришел сюда не как мусульманин, а как обычный человек. Продолжите упрямиться? Вы недооцениваете Чулу. Лучше продайте ему свою землю. Неужели полицейский не поможет такому инвалиду-отставнику, как я? Чего ты заладил с отставником? Я что ли заставил тебя идти на войну? Это был твой выбор. Ты тут поешь так, будто в одиночку бился на войне. Это мы настоящие герои. Мы, полицейские, каждый день сражаемся, чтобы вы спали спокойно. Не пудри мозги, проваливай. И медали прихвати. Проваливай, сказал. ऐ खुदा ये कथा మాయనలుపే అంటకుండా మట్టి గడపే చేరుకోదా ఆట నీదే వేట నీదే అంతటా Срочные новости. Некогда он был героем войны, а теперь стал предателем. Бывший военный Мустафа пытался продать врагам секретные материалы. Поняв, что предательство раскрыто, он покончил жизнь самоубийством. Это вы? Привет, Ампула. Как делишки? Замечательно. Это близкий человек Чилы. Он поживет у тебя пару дней. Позаботься о нем. Пока. Чувствую себя как дома. Есть выпить? Да, пиво. Нахер пиво. Есть бренди? Бренди? Иди купи. Хорошо. 5 минут. అంచికలదు సంచి నిండా ఉంటే సరిపోతా ఓరోరి వైరాగి ఆటిదారి సత్వముందో లేదో సరి చూసుకోవా ఓసారట ఆగి నిజంగా నిద్రపోయేటోటి రేపనీరుంది నిద్రనే వెలుగు Купил бирьяни? А ты просил? Ну так сейчас прошу. Бегом! 2 минутки. ఏ చోట మొదలయ్యిందో వలస ఎందాక దిగిపోయావో తెలుసా అగ్గిలా రగిలిన ఆశయం Не могу заснуть. Без женских ласок. Погуляй где-нибудь часок. Закрой дверь. నువ్వెప్పుడో జరా దేఖలో జరిగేదేమిటో జరా దేఖలో ఒరిగేదేమిటో సర్దుబాటే అలవాటై కదిలిపోతున్నావేటో జరా దేఖలో జరిగేదేమిటో
Сынок, Анвар, что ты творишь? отца нет в живых. Какой прок от медалей? Выбросьте их. Анвар, это не просто медали. Твой отец удостоился их за службу. Деда, довольно уже. Из-за ваших принципов погиб мой отец. Из-за ваших принципов теперь рушится наша семья. Страна, которую он преданно служил, назвала его предателем и убила. Мама, отец свято верил в то, что страна защитит его. Что в итоге? Нас некому защищать. Остались мы одни. Запомни, сынок, в один прекрасный день эта страна узнает правду о моем сыне. Вы до сих пор верите, что нашей стране не плевать на нас? Очнитесь! Ею правят такие люди, как Чала. Сынок, ты в гневе, поэтому не понимаешь, что... Деда, очнитесь! Страна чихать на нас хотела. Это не наша страна, деда. Еще хоть слово пикнешь о моей стране, и я тебя... Анвар, успокойся. Что ты делаешь? Надо будет, я 100 раз повторю, что это не наша страна. Я не намерен из-за ваших принципов сдохнуть как отец. Я покажу вам, какой тип людей выживает в этом мире. Брат, Анвар, не уходи. Анвар! 16-й день. 17-й день. 18-й день. В тот день Сурья отдал тот обед, который приготовила ему мама. И тогда я решил, что непременно устрою ему встречу с ней. Что ты такое говоришь? Скоро придет твой сын. Сюда приедет? Ты знаешь его в лицо? Как он выглядит? Он ведь твой сын. Ты его узнаешь. Мама. Мам. Не один. Не два. Тебя не было целых 10 лет. Я никогда не спрашивала об этом. Но как ты мог сбежать, не поставив мать в известность? У тебя были проблемы с твоим отцом. Причем здесь была я. Вы оба так поступили со мной. Неужели вам не было меня жалко? Ты хоть представляешь, как я жила все это время? Вам, мужчинам, все равно. Мам, пожалуйста, я хотел... Не трогай меня. Не трогай.
Ты ни разу не мог позвонить? Мол, я в порядке, Мам, мама, пожалуйста. не волнуйся. Ты не скучал по мне? Мам, пожалуйста. Все совсем не так. Уходи. 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 Куда ты уходишь? Ты снова хочешь меня бросить? Игра снова началась. И я думал, что Сурья вот-вот сорвется, но я ошибся. До его цели оставался всего лишь день. И все. Его мечта осуществлена. ఇస్టైలు పిల్లగాడు నన్న తిరిపి తిరిసేసిండే ఇటలాంటి సూపులతో ఇస్తిరి చేసిండే ఇర్రగ తీసిండే పిల్లగాను ఇరగ 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 పిల్లగాను ఇరగ 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 బిట్ట నడువేమో సిట్టి సీకుల బుట్ట పిందె పెదవేమో పూత రేకుల తట్ట పిల్లగాను ఇరగ 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 పిల్లగాను ఇరగ 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 అట్ట నిన్ను చూసి నాలో ఆకలి పుట్ట ఫ్రంట్ ఫుట్టేసి నిన్నే పిడిగిట పట్ట పిల్లగాను ఇరగ 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 పిల్లగాను ఇరగ 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 ఎట్టుకొచ్చానే తిరనాళ్ళ కలజోడు కలరు ఫుల్లుందే కిర్రాకు నీడు చల్లుకుంటానే మల్లె పులు లారీలోడు కట్టుకుంటానే నీ మెళ్ళో నాంతాడో పిల్లగాను ఇరగ 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 బిట్ట నడువేమో సిట్టి సీకుల బుట్ట పిందె పెదవేమో పూత రేకుల తట్ట పిల్లగాను ఇరగ 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 పిల్లగాను ఇరగ 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 అట్ట నిన్ను చూసి నాలో ఆకలి పుట్ట ఫ్రంట్ ఫుట్టేసి నిన్నే పిడిగిట పట్ట పిల్లగాను ఇరగ 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 పిల్లగాను ఇరగ 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 వీడు విట్టం నీ చూడీదారే నా చుట్టం చున్నీ నీకు పరకట్నం ఏం చేసేద్దావో నీ ఇష్టం రాయే నా రాణి పులసనే నీ మట్ట గిడస చావే పూల పరిస కలిదావే వావి వరస కుదమట్టం సోకులతో గరగాటం రేపావే ఒడి కట్టు వడ్డానం ఈ రంగా ఇరగ 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 పిల్లగాను 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 ఇరగ 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 రక్ టకర్ రక్ ఓ రక్ టకర్ రక్ రకా టకర్ రక్ ఓ నువ్వే చూసి చాక్లెట్ నేనే స్పైసీ ఆమ్లెట్ మన జోడి బొమ్మాట ఎస్కో కిక్కాస్ ఫుల్ మాస్ మాన్స్టర్ బీట్ కిక్కాస్ ఫుల్ మాస్ మాన్స్టర్ బీట్ పిల్లగాను ఇరగ ఇరగ మాన్స్టర్ బీట్ పిల్లగాను ఇరగ ఇరగ మాన్స్టర్ బీట్ పిల్లగాను ఇరగ 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 పిల్లగా నువ్వు ఎర్రగిర్రగా Вас зовут Сурья? Да.
Замкомиссара хочет вас видеть. Его сын Мустафа покончил с собой в торговом центре на прошлой неделе. В ходе расследования выяснилось, что записи с камер удалились, но камера в паркинге смогла записать вас. Вы не замечали ничего необычного? Необычного? Нет. Сынок. Они убили моего сына и свалили все на самоубийство. Ты моя единственная надежда. Вспомни. Может, было что-то необычное? Неужели ты ничего не помнишь о проделках Чалы и его отпрысках? Нет, дедушка. Прошу, вспомни. Сэр, он армейский офицер. Он не из тех, кто будет лгать. Я знаю, кто вы. Эй, Рамеш! Сэр, подойдите все. Все! Я ведь вам рассказывал, кто герой в моей жизни. Да, сэр? Солдат Сурья? Так вот он. Он мое единственное вдохновение. Человек с характером. Сэр, помните, как 2 года назад в Дели вы давали наставление нашей команде новобранцев? Каждый высказывал значение слова «мечта». Но истинную, ее сущность нам пояснили вы. Мечта. Она есть у каждого из вас. Но теперь представьте, что ваша мечта осуществилась. Останетесь ли вы прежними людьми? Не испортит ли вас радость исполнения? Будете ли вы идти на компромисс? Я не хочу, чтобы, дойдя до цели, вы оглянулись и увидели лишь свои следы. Всегда помните ту личность, которая довела вас до исполнения мечты. Потерять личность значит потерять жизнь. Это все равно, что сдохнуть до реальной смерти. Меня много пытаются подкупить, но моя личность остается неизменной. Никаких компромиссов. Сэр, можно фото? Да, конечно. Сэр, улыбнитесь немного. Сэр? Ты? А мир, оказывается, тесен, солдат. Я не ошибся, верно? Мне так и хочется застрелить тебя. Но ситуация не позволяет. Тебе очень важно попасть на границу? А для меня важно, чтобы не вылезли свидетели. Давай так. Я забываю о вражде,
а ты об этом трупе. Если не забудешь, я повешу на тебе его смерть. И тогда плакала твоя граница. Ну так что, забудешь? Забудешь, я спрашиваю? Эй, ты забудешь или нет? Докажи, что твоя мечта попасть на границу сильнее твоего гнева. Забудешь или нет? Отвечай, гаденыш. Ты забудешь или нет? Забудешь или нет? Да, забуду. ఏ చోట మొదలైందో వలస ఎందాక దిగిపోయావో తెలుసా అగ్గిలా రగిలిన ఆశయం ఎక్కడో మాయమైనావులే నీలో నువ్వెప్పుడో. Студенты. Александр завоевал практически весь мир. Махатма завоевал мир без насилия. А Сурья победил сам себя. Ты был прав, сынок. Я проиграл. Теперь ничто не помешает отправиться на границу. Я подпишу ходатайство. Нет, сэр. Не подписывайте. Я не победил. В погоне за победой я растерял свою личность. Все мне твердили, ты непригоден. Но я не слушал их. Но теперь признаю, да, я непригоден. Безличностный человек, как я, не заслуживает быть солдатом. Вы знаете, каким я раньше был? Я гордился собой, глядя на себя в зеркало. Но теперь мое собственное отражение пугает меня, сэр. Вы часто говорили, что я всю жизнь буду один. Однако я никогда не чувствовал одиночества. Лучшей компанией для меня был я сам. Я был лучшим другом для себя. Сейчас у меня есть все, сэр. Семья, любовь, карьера с вашей подписью. Но где нахожусь я? Сейчас я чувствую себя таким одиноким, сэр. У меня такое ощущение, будто я безумно скучаю по лучшему другу. По себе. Моя личность покинула мое тело. Раз ее больше нет, какой смысл в моем существовании? О чем я мечтаю, сэр? Служить на границе, защищать людей, при этом закрывать глаза на смерти безвинных. Важно лишь достигнуть цели, а способы не важны. Вот этими глазами я смотрел, как несчастный испускает свой последний вздох. Где нахожусь я? Впервые в жизни я возненавидел себя. Просто люто. Там один офицер гордится своей личностью, потому что я его вдохновил на это. Но как я опустился до такого уровня? Лучше умереть, чем жить такой жизнью.
Нет, сэр. Я не готов измениться, лишь бы осуществить мечту. Не знаю, хороший ли я или плохой, но я такой, какой я есть. Вот он, я настоящий. Вместо того, чтобы осуществлять мечту, я лучше займусь поиском своей личности. Я верну ее, сэр. И если вдруг погибну, то погибну с личностью. Эй, солдат! Какими судьбами? Тоже хочешь поразвлечься? Эй, солдат! Я тебе не эй. Говори с уважением. Мама! Эй! Что ты говорил? Что мне не место в Визаге? Мне не место в Визаге? Я сейчас покажу тебе. Дедушка, в тот день, когда вы спросили меня, я солгал вам. Мустафу убили те подонки прямо на моих глазах. Я все видел, деда. Простите меня. Простите. Я ошибся, отпустив тебя в тот день. Так убей сегодня. Эй! Я прикончу его! Прикончи. Этот старик еще 70 лет назад был готов отдать жизнь за страну. Думаешь, он смерти боится? Прикончи. Ну же! Хотел прикончить человека, который даровал свободу нашей стране? Лучше сам сдохни. Эй! Эй! Сразись со мной! Какого хрена? Эй, подожди!
черт! Черт! Линия контроля. Отныне эта земля и живущие на ней люди находятся под защитой солдата Сурьи. О ком ты говоришь? О парне, который возил меня? О нем? А ты уверен? Это он? А можно и мне поесть, невестка? Можно. Можно. Мне только что доложили. Я не поверил. Поверьте. Ты знаешь о последствиях избиения моих людей? Избиение? Я их убил. А что? Ты разве не доложил ему? Ты убил их? За что? Разозлился. Разозлился? Гнев твоя особенность? Он присущ каждому человеку. В Индии проживает 1 миллиард 100 миллионов человек. И всем им не чужд гнев. Верно. Но всех их гнев может быть заточен в одном человеке.
Такой уж у меня нрав, невестка. Люблю, когда соли и перца побольше. Было очень вкусно. Я столько дней не мог нормально поспать. Так что прилягу ненадолго. Не надо. Не поддавайся эго. Твой сын находится у него на мушке, Чала. Я советую тебе не драться с ним, а поговорить. Эй, эй! Вставай, хорош дрыхнуть. Зачем тебе это? Чего ты хочешь? Дело ведь не в земле Мустафы. В жалких 5 акрах. Я отказываюсь от них. Забирай. Я позабочусь о его семье. Обещаю. Воскресить Мустафу я не могу. Проси взамен что угодно. Эй, Писи! Ты разве не видишь? Я говорю с ним, а он не реагирует. Эй, 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 эй! Чего же ты хочешь? Индия. Хочу Индию. Дашь? Не врубаешься, да? Верни второго сына моей Индии. Анвара. Ты думаешь, что убил лишь одного Мустафу? Не забывай, что ты совершил куда больше грех, чем убийство. В погоне за 5 акрами ты навсегда умертвил Индию в душе Анвара. Это не наша страна, деда! Он мечтал стать доктором и служить стране, но вместо этого решил покинуть ее. Где он сейчас? Чем занимается? Кто-нибудь знает, в какой он сейчас ситуации и какие решения вынужден принимать? Из-за тебя он возненавидел страну, встал на скользкий путь, связался с бандитами. Однажды он восстанет против Индии, и солдаты вроде меня будут вынуждены пристрелить его. Не извне, а изнутри. Твари вроде тебя разжигают ненависть в нашей стране.
Пакистанский предатель. Эй! Ты меня назвал пакистанцем? Меня назвал? Я индиец. Докажи. Докажи. Доказать? Доказать? Вот, смотри. На мою Адхар-карту. Вот, карта избирателя и индийский паспорт. Я родился и живу в Индии. Поэтому я индиец. Индия тебе не вещь, чтобы носить в кармане. Она живет в сердце. Жить в Индии не значит стать индийцем. Для этого надо искренне ее полюбить. Индия должна жить в сердце. Я даю тебе 24 часа. Привези сюда Анвара. Плевать, где и как ты будешь искать, но ты обязан найти его. Усилия, которые ты прилагал ради своих темных дел, ты впервые приложишь ради страны. Если ты хоть как-нибудь посмеешь обидеть Анвара, то я развяжу войну с тобой и твоим выродком. Он не предатель Родины, а наоборот ее патриот. Мустафа не совершал самоубийство, его убили. Анвар, опечаленный смертью своего отца, обиделся на всех и сбежал из дома. Мы призываем всех граждан помочь нам в его поисках. Меня не волнует, что вы задействуете. Facebook, WhatsApp или Twitter. Главное, найдите его. Нам нужен Анвар. Солдат защищает нашу страну, но мы не можем защитить его друга. Позор. Более 50 человек погибли при взрыве в центре Дели. На месте взрыва саперы обнаружили более полкило тротила. Каким образом зародилась вражда, которая длится уже много лет? Где он? Чем занимается? Кто-нибудь знает, в какой он сейчас ситуации и какие решения вынужден принимать? Мумбаи. Вся страна на ушах. Но об Анваре до сих пор ничего не известно. На данный момент Анвара ищет не только его семья, но и вся страна. Вернись, Анвар. Это твой первый раз. Справишься? Хоть и убивай впервые. Но саму смерть я видел много раз. Кого прикончить? Вы ведь Анвар, да? Анвар! 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 Анвар. Справедливость восторжествовала. Преступники понесут наказание. Скажете что-нибудь по этому поводу? Почему вы молчите? Эй, отзовитесь, Анвар! Вы хоть счастливы?
Нет. Он несчастлив. Почему, сэр? Правосудие ведь свершилось. Разве оно свершилось в тот момент, когда в нем нуждались? Ваше правосудие похоже на наигранную жалость. Нас всех охватило лишь одно чувство. Позднее озарение. Мы все ведь помним, как 30 лет назад Капил Дев завоевал Кубок мира для Индии. Но Мустафу, который 18 лет назад сражался за нашу страну, мы почему-то позабыли. Мы обязаны были носить его в сердце, но он не попал даже в нашу память. Наша халатность не только забрала жизнь Мустафы, но еще и убила любовь Анвара к стране. Верно, Анвар? Я с тобой. Я такой же вспыльчивый, как ты. Если мальчишка, сбежавший из дома в 16 лет, выберет праведный путь, то уподобится Абдул-Каламу. А если грязный путь, то Усаме бен Ладену. Ну или же такому же неудачнику, как я. Анвар, в жизни мы не всегда можем повлиять на то, кем станешь в будущем. И ситуация тут ни при чем. Она ведь меняется со временем, Анвар. Лишь одно остается неизменным – наш характер. Я понимаю твою обиду. Никто не пришел на похороны твоего отца, но сегодня тысячи людей пришли сюда ради тебя. С поздним озарением это обидно. Но лучше поздно, чем никогда. Скажу кое-что. Пусть Аллах и медлит с воздаянием, его наказание неизбежно. Если ты все еще настроен против Родины, то это твой выбор. Порви его. Сурья удачно прошел курс, профессор. Наоборот. Он отказался от мечты, ибо не смог побороть свой характер. Миссию, которую он берег для границы, он смог выполнить и здесь. Сурья дал надежду нашей стране, сэр. Причина хвалы не в том, что он мой сын, а в том, что я и вправду горжусь им. Лучшая книга, которую мне когда-либо довелось читать. Сурья. Сэр. Где он сейчас, профессор? Привет. Привет. Это письмо с предложением о работе. О работе?
для меня... Спасибо. Спасибо, отец. Спасибо. Я скучал, отец. Очень скучал. Я тоже скучал, сынок. Эй, ты всегда говоришь о границе. А как она хоть выглядит? Граница. Стоит вам лишь ступить на нее, как ваше сердце наполнится непередаваемой радостью. Ваши глаза засияют так же, как лучи солнца за высокими горами. Ваша спина выпрямится, подобно индийскому флагу. После того, как вы достигнете цели и обернетесь назад, на дороге вы увидите лишь проложенные собой следы. Вдобавок ко всему, когда вы поднимете оружие ради защиты 1 миллиарда и 100 миллионов своих сограждан, вы услышите лучшую мелодию в своей жизни, с которой не сравнится ни одна другая. Перевод Хани и Хасина. Роли озвучивали Маргарита Сахно, Маргарита Корж, Денис Строев, Кирилл Патрино, Константин Федосеев и Михаил Цареградский. Звукорежиссер Михаил Шарыгин.